Приветствую, друзья! Сегодня расскажу вам о своем опыте использования проектора Toyinger L7. Проектор был у меня полгода, за это время успел посмотреть на нем много всего и сейчас поделюсь с вами всеми нюансами этой модели. Брал L7 уже после T4 Mini, это был мой второй проектор. После аппарата с матрицей на 720p L7 сразу же приятно удивил более яркой и четкой картинкой. Коэффициент проекционного расстояния у L7 в районе 1,2, и мне пришлось придвинуть проектор ближе к экрану, чем T4 Mini, чтобы вписаться в проекцию в 100 дюймов. Тогда я жил на съемной квартире и в качестве экрана использовал 6 листов ватмана А1, склеенных скотчем с обратной стороны. Все это дело крепилось к обоям и потолочному плинтусу кнопками и скотчем. Вполне неплохой временный вариант, если нельзя сверлить стены и потолок. Сам экран из ватмана вполне неплох. Стыки листов большую часть времени незаметны и становятся видны лишь в самых светлых сценах. В кино таких сцен очень мало. Toyinger L7 в первую очередь очень резкий проектор по центру кадра. Это объясняется особенностью конструкции внутренней линзы, она довольно выпуклая. Поэтому фокус настраиваем равномерно между углами и центром проекции, чтобы добиться максимально приятной картинки. Еще у этого проектора сильно завышена контурная резкость. Это неплохо для видеоигр просмотра YouTube, но плохо для фильмов. Поэтому рекомендую снизить параметр резкости во время просмотра фильмов. Это общая рекомендация для любых проекторов, в том числе и для DLP. Иначе появляются артефакты на коже актеров и картинка становится неестественной, искусственной и пластиковой. Но, повторюсь, это касается именно просмотра кино. И причина там в первую очередь в цифровом и пленочном зерне и цветовой палитре. В видеоиграх, YouTube и мультфильмах этой особенности нет, и дополнительная резкость добавляет детализации картинки. Кстати, сама регулировка фокуса у Toyinger L7 требует аккуратности, потому что рядом сенсорные кнопки и можно случайно выключить проектор. После того, как пару раз нечаянно выключил аппарат, стал регулировать фокус определенным хватом и проблема решилась. Но с непривычки пару раз вы наверняка выключите проектор, потому как сенсорное управление у проектора чувствительное. Но сами кнопки симпатично светятся в темноте мягким светом, не мешает просмотру и выглядит стильно, как и сам проектор. Вообще Toyinger L7 довольно симпатичный малый. Сочетание классической черно-белой гаммы позволяет легко вписать проектор в любой интерьер, а компактные размеры идут ему только в плюс. Белый глянец не марки, пальцы не оставляют следы на поверхности. Все основные входы и выходы находятся на задней панели проектора, как и датчики ИК-порта. И вот еще одна особенность этой модели. Нужно направлять пульт за проектор в сторону ИК-датчика. На передней панели датчик не предусмотрен. У меня проектор стоял где-то на полметра от стены, поэтому никаких проблем с управлением с пульта не было. Но стоит запомнить, куда нужно направлять пульт, чтобы проектор слушался команд. Сам пульт удобен в использовании и приятно лежит в руке. Прорезиненные кнопки мягко нажимаются и хорошо срабатывают. Кнопки расположены по двум сторонам пульта и легко находятся в темноте на ощупь, а кнопка подтверждения прямо по центру пульта. Считаю это удачным решением. В комплекте идет инструкция на английском, сетевой шнур питания, кабель АВ для DVD и ретро-приставок и резиновая защитная крышка объектива. Крышку можно надеть только если колесико фокуса приведено в крайнее положение и объектив с линзой находится полностью внутри корпуса. В принципе, ее можно убрать и больше не доставать. Еще одним положительным моментом проектора Toyinger L7 является более низкий шум работы, чем у его собратьев. Шумит он немного потише, чем большинство проекторов на 1 LCD, и сам тембр шума менее заметен. Также хочу заметить, что, как и все проекторы на этой технологии, L7 тоже потихоньку набирает пыль на зеркало, защитное поляризационное стекло и матрицу. Его придется разбирать и чистить от пыли. Для разборки пригодится длинная и тонкая крестовая отвертка, потому что у этой модели применили небольшие болтики и утопили их глубоко в корпус. По своему опыту могу сказать, что проектор набирает пыль примерно как и T4 Mini. Чистить его приходится раз в 5-6 месяцев при регулярном использовании. Сама процедура занимает не более 20 минут. Динамик у проектора только один. Конечно, посмотреть мультик или поиграть вы сможете, но для полноценного погружения необходима внешняя акустическая система. Тогда эффект от большой картинки становится действительно внушительным и погружение в происходящее на экране более глубоким. Звук — это 60% атмосферы от просмотра, и это заметно влияет на вау-эффект при просмотре проектора или телевизора. Поэтому рекомендую как минимум хорошую активную стереопару от тех же Edifier или систему 2.1 с сабвуфером.
Для наглядности под роликом будет ссылка на видео из игр для Mega Drive, где слышно, как работает встроенный динамик и система охлаждения проектора L7. Механической коррекции трапеции в проекторе нет, зато есть цифровая коррекция по вертикали и горизонтали. Довольно удобная функция. Выбирается Menu Options. Проектор запоминает настройки, и после выключения настройки кейсинга сохраняются. Кстати, если вы еще не знали, проектор Twinger L7 это та же самая модель, что и Top Reces T8. В обзорах западных блогеров фигурирует именно эта модель проектора, и на Amazon этот аппарат проходит под названием T8. По сути, в Шэньчжэне находятся большие заводы, производящие проекторы, а фирмы уже заказывают у них индивидуальное оформление, логотип и название. Причем для разных внешних рынков одна фирма может заказывать два разных оформления проектора и разное название. Одни проекторы продают на AliExpress, другие на Amazon. Видимо, это связано с разной системой налогообложения на торговых площадках в Европе и США в сравнении с AliExpress. Конечно же, цена на Амазоне на эти проекторы выше, чем на Али. Теперь касательно картинки аппарата. Как уже говорил, она достаточно четкая. Фокус нужно настраивать равномерно от краев к центру и для просмотра фильмов немного убавить резкость. Разрешение матрицы Full HD и никаких пикселей не видно, если не тыкаться в 100-дюймовый экран носом. Цветопередача приятная, тон кожи выглядит естественным, картинка теплая и приятная глазу. Дополнительно вы можете настроить изображение по своему вкусу. Как и у большинства 1 LCD, детали в тенях тут немного завалены, благодаря чему черный выглядит очень насыщенным. Все сцены с панорамами ночных городов в фильмах смотрятся очень красиво, как и кадры космоса. Яркость проектора не такая высокая, как у ламповых аппаратов. Он не засвечивает сам себя, и черный здесь по-настоящему черный. Получается такой бюджетный вариант OLED телевизора для темных сцен. Прямо сейчас мы смотрим демо-ролики для демонстрации глубины черного на OLED и QLED телевизорах. И проектор Twinger L7 справляется с ними отлично. Картинка выглядит насыщенной и контрастной, а черный не светится, как у обычных LED телевизоров. Насыщенный черный это плюс всех 1 LCD проекторов. Встроенный плеер проектора не поддерживает кодек AC3, поэтому подключайте любой источник сигнала по HDMI и получайте удовольствие от просмотра. Я смотрел контент с консоли Xbox One S и Blu-ray плеера Samsung, но подойдет и любой хороший TV-бокс на Android. Есть модель проектора Twinger L7W со встроенным Android, но брать ее рекомендую только в случае, когда вам не хочется вообще ничего подключать. Но опять же, TV-бокс Xiaomi Mi S будет работать заметно лучше и быстрее, чем встроенное Android железо в 1 LCD проекторе. Поэтому смотрите и выбирайте, исходя из ситуации и потребностей. Лично я рекомендую брать базовую версию и расширять функционал, используя внешний источник по HDMI. Также есть версия Twinger L7A. Этот проектор может принимать картинку с телефона по воздуху или по шнуру. Но опять же, эта функция работает не всегда корректно и в полную силу. Могут быть артефакты или выпадение кадров из трансляции, поэтому нет ничего лучше хорошего TV-бокса, игровой приставки или ПК. Еще одна полезная функция проектора L7 – он показывает рабочую температуру. Вы всегда можете увидеть, если изменятся условия эксплуатации проектора. Меню у проектора характерное для других таких же аппаратов на 1 LCD. Закладка Picture, Sound, Time и Options может настроить работу проектора по вашему вкусу и желанию. При подключении по HDMI можно уменьшить картинку на 25% или включить функцию автовыбора сигнала, чтобы проектор сам переключался на источник картинки. Смотрел проектор Twinger L7 с удовольствием, как и моя семья. Могу сказать, что за свою стоимость это хороший аппарат. Ролики в 60 FPS YouTube воспроизводятся хорошо. Иногда может проскочить кадр другой, но большинство зрителей этого не заметит и на комфортность восприятия это не влияет. Картинка ровная, плавная, без стиринга и артефактов. Оттенки кожи смотрятся естественно. Пересмотрел на L7 много различных фильмов, мультфильмов, смотрел и сериалы. Первый сезон Ведьмака был просмотрен именно на этом проекторе. Сейчас демонстрируются кадры из компьютерного мультфильма «Тачки», снятого Disney и Pixar в 2006 году. Картинка плавная, яркая, насыщенная. Смотреть комфортно. Матрица Full HD и оптика с хорошей разрешающей способностью показывают детальную картинку. Хорошо просматривается текстура асфальта со всеми неровностями, следами шин. Никаких дефектов изображения, выпадений кадров или артефактов.
Теперь посмотрим фрагмент фильма «Властелин колец» режиссера Питера Джексона, снятый в 2001 году. Проектор хорошо показывает как дневные, так и ночные сцены. Днем Фродо встречает Гэндальфа. Полным ходом идет подготовка к празднованию дня рождения Бильбо Бэггинса. Несмотря на то, что проектор не показывает часть деталей в тенях, сцены, снятые в тени деревьев, передают достаточную детализацию и не сваливаются в черный. Здесь зрителю все хорошо видно. В ночных сценах празднования дня рождения Бильбо проектор хорошо раскрывает цветное освещение, которым богата эта сцена. Я бы даже сказал, что ночные сцены выглядят более контрастно и насыщенно, чем дневные, за счет ярких цветов и глубокого черного цвета. Как мы помним, черный — это конек большинства 1 LCD аппаратов. За все время, что у меня был этот проектор, успел пересмотреть много фильмов, и могу сказать, что удовольствие этот аппарат нашей семье определенно доставил. Кроме фильмов и мультфильмов, достаточно много играл на этом аппарате. Отлично работают как ретро-игры с 90-х, так и современные хиты. Картинка плавная, без стилинга и артефактов. За счет увеличенной резкости проектора L7 в футболе хорошо видны мельчайшие детали на поле. Хорошо прорисована трава, видны брызги воды в дождь и складки на одежде футболистов во время повторов. Картинка плавная и работает на 60 кадров в секунду. Файтинги тоже выглядят и играются очень хорошо. Virtua Fighter тому отличный пример. Опять же, очень выгодно смотрятся ночные сцены. Контрастная картинка и цветное освещение делают свое дело, радуя глаз игроков и зрителей. Гоночные игры на большом экране работают и выглядят отлично. С хорошей аудиосистемой рев моторов погружает в гоночный заезд еще больше, и вместе с такой большой картинкой создает ощущение присутствия на треке. Прокатиться по старинным улицам Праги на красивом красном Porsche Forza Motorsport 6 – это непередаваемое ощущение. Недаром мой сын полюбил покатушки в различные гоночные игры с папой на проекторе. Теперь это одно из его любимых развлечений. Игры на Genesis HD Ultra тоже выглядят хорошо. Вполне можно играть даже при включенном освещении в комнате. Прямо сейчас вы можете посмотреть, как выглядит Sonic 2 с включенной люстрой. Разумеется, лучше играть с выключенным светом. Подводя итог, могу смело рекомендовать проектор Toyinger L7 к покупке. Конечно, с учетом всех его особенностей. Он хорошо подойдет как первый аппарат. Интересный и компактный дизайн, который хорошо впишется в любой интерьер и будет симпатично смотреться на полке в вашей комнате. Яркость, достаточная для диагонали в 100 дюйма и вполне симпатичная картинка, в сочетании с не самой высокой ценой и сниженным шумом работы, делают L7 хорошим кандидатом стать вашим первым домашним проектором. До сих пор эта модель пользуется спросом и вызывает интерес у покупателей, поэтому делюсь мнением о реальном использовании этого проектора в семье, чтобы на моем примере люди могли определиться и выбрать для себя подходящий аппарат. Да, идеальных аппаратов нет, и у L7 есть свои недостатки, о которых уже говорил. Его нужно периодически разбирать для чистки от пыли, и это не самый удобный и простой аппарат для обслуживания. Нужна тонкая длинная крестовая отвертка и достаточно терпения, чтобы правильно разобрать, почистить и потом снова собрать проектор. Но я знаю, что многие не могут позволить себе покупать дорогие аппараты, и эта модель может стать для них билетом в мир домашних развлечений на большом экране. И это на самом деле здорово, ведь такие проекторы дарят нам море позитивных эмоций. Мы можем смотреть и вместе радоваться большой и красивой картинке в фильмах, мультфильмах и играх. Ребенку можно показывать познавательные передачи из цикла о животных и природе. У меня даже теща пропала у экрана на полчаса, когда впервые показал ей ролик с YouTube на L7, забыв, что пришла играть с внуком. Как говорится, искусству все возрасты покорны. Раньше проекторы были довольно дорогими устройствами, доступными лишь немногим. Теперь же есть предложение на любой спрос и возможности. И это на самом деле здорово. Потому что благодаря таким аппаратам я смог приобщиться к миру домашнего кино и звука. И теперь имею возможность делиться знаниями и опытом с вами, дорогие зрители. Ссылка на проверенный магазин, где заказывал проектор, находится прямо под видео и закреплена в первом комментарии. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры и видео. Спасибо, что остаетесь на канале.